Итак, снова всем привет. Я записываю новое видео, или может быть серию нескольких видео о нашем отдыхе. Я нахожусь в местечке, которое называется небольшой городок Нейплс, или еще его называют местный Неаполь. Находится он в штате Флорида. Я нахожусь примерно в 1 миле от побережья Мексиканского залива. Сегодня мы вылетели из Чикаго ранним утром в 6 часов. Перелет занял 3 часа и, по-моему, 20 или 30 минут. Мы летели в Майами, потому что нам показалось, что это наиболее экономный и быстрый вариант. Хотя здесь недалеко тоже есть аэропорт. В Майами мы арендовали автомобиль и доехали до этого места, до Нейплса, за 2 часа, даже несколько поменьше. Это место достаточно, насколько я понимаю, славится комфортным отдыхом, спокойствием. И многие рекомендуют здесь побывать, поэтому мы приняли решение начать наш отдых именно с этого места. Ну что ж, давайте покажу, какое жилье мы сняли. Вот такой вот небольшой и с виду скромный домик мы арендовали. Здесь в округе есть разные домики. И такие же, и чуть побольше. Ну, в целом все чистенько. Это не сам Нейплс, это, можно сказать, его пригород. Вот автомобиль, который мы арендовали. Припарковали мы его здесь. Это Mazda CX-90. Вот сам домик. И давайте зайдем внутрь, я покажу, что внутри. Вот здесь такой living room, он называется, вместе с зоной, кухонной зоной. Здесь такой island. Две спальни. Первая спаленка с телевизором. Сын уже облюбовал эту спальню. Здесь такой приятный, хороший санузел с душевой кабиночкой. И здесь мастер-бедрум. Вот такая отличная кровать здесь. Также здесь ярд есть, в котором есть патио и есть теплая горячая джакузи. Ну, сейчас давайте, наверное, выйдем, я покажу. Вот. Шторки эти при необходимости закрываются. И тут тоже можно устроить барбекю. Ну, я считаю, достаточно комфортный такой домик для небольшой семьи. Отдохнуть на 4-5 дней. Вообще замечательно. Ну и сегодня, я думаю, что у нас хватит сил
уже поехать посмотреть побережье, посмотреть пляж. Ну и, конечно же, показать вам. Мы выехали все-таки до пляжа. Ехать 3 минуты, пешком идти 15-17 минут. Но мы сегодня немножко уставшие после дороги, поэтому мы решили поехать на машине. Завтра все-таки с утра пораньше встанем и, наверное, пойдем пешком. Но не обещаю. Незаметно прошли 3 минуты. Мы доехали до первого пляжа, который нам приглянулся. А вернее, это вообще первый пляж и самый ближний от нас. Ну что, я скажу, что в принципе здесь достаточно таки нелюдно. Всего, наверное, десяток машин. Может быть, из-за того, что сейчас время уже ближе к 5. Вот есть биотуалеты. Парковка здесь, кстати, платная. Вот. Поэтому сейчас супруга заплатит у меня. И вот оно, побережье. Белый, обалденный, мучной такой песочек. Пойдем, Лев. Музычка такая приятная. Ну, я бы не сказал, что водичка, конечно, здесь прямо такая бирюзовая, как в Канкуне или в Доминикане. Может быть, потому что утром здесь были дожди, насколько я знаю, достаточно сильные дожди прошли. Но не могу сказать. Но все равно отлично. Красиво. Пахнет океаном. Вот оттуда мы приехали. Прибрежный ветерок. Ну все, мы готовимся к плаванию. Лев уже, по-моему, не дожидается нас. Всем привет. Это день второй в Нейплс. Время 11 утра. Мы планировали, честно говоря, проснуться гораздо пораньше, но не получилось. Утром было достаточно облачно, сейчас облака разошлись. Опять погода набирает свою мощность. Я готовлюсь загрузить машину, сейчас покажу. У нас тут в предбаннике есть различные так называемый пляжный эквипмент. Стульчики разные. Вот холодильничек, матрасики. Там повозка. Не знаю, будем ли мы все это брать с собой. Сейчас посоветуюсь с супругой. И будем собираться на пляж. Люди уже проснулись. Ездят по своим делам. Вот часть мебели, которую хозяйка вчера выставила. Уже частично кто-то что-то забрал. Ну, будем собираться. Ну все, собираемся на пляж. Привет. Сейчас поедем. Стоп показывает, смотри, видишь, горит стоп.
Он нам показывает стоп. Как он видит, я не понимаю. У него спереди, скорее всего, камеры стоят. Да. Ну это ж сколько надо всего в памяти иметь? Камера это робот. Ну да, да. Вот на великах, смотри, поехали. Туда вот на велосипедах поехали. Не знаю, наверное, уже как ехать. Смотри, Да. камера там есть вот. Мы видео, кстати, записываем в курсе. Смотри, Да, там да. есть сосудик, потом она начинает вот такой, потом. Нам вот где налево-то, такой. Ир? Мне кажется, нам прямо. Да. Нет, помнишь налево, где было ремонты? Вот ремонты. Они Ну. были по левую сторону нам. Ну, значит, нам сейчас налево поворачивать. Да. Угу. Сосудик. Вот такой, потом вот такой, потом вот такой, и там заполнено железом и вот проводами, и там информация там от Мгм. камеры, она Да. хранится, Ага. и никогда не попадет, потому что очень много места. Ну, бывает много места, а бывает мало места. Надо знать, сколько там места. Ну да, но если мало места, они программировали, что они эта камера не собрала. Угу. Когда... Вертолет полетел. Тоже куда-то, наверное, отдыхать. Слушай, почему-то правое колесо показывает 23 давления PCI. Еще снизилось. Угу. Надо сегодня на подкачку ехать. Странно. Ну, посмотрим. Да, надо ехать на подкачку, короче, сегодня. Что ты взяла? Книжку читать, если получится. А ты взяла еду или воды? Угу. И воду взяла, и еду взяла. Спасибо. Ну что, на какой? На первый поедем или на дальний? Мы же хотели на дальний. На второй или на самый дальний хочешь? Да, не отличается ничем. Что ты написал? Ну давай давай посмотрим, если там получше. А я понял, почему там есть другие. Потому что там Ну, машины животные есть, смотри, здесь. Угу. другие. Смотри, вон шатры стоят, люди отдыхают. Ну да, ну да, Немало, ну да. немало. Ну, кстати, зонтика не было? Там зонтик есть. А? Но я не посмотрел, не знаю. Ну, какой он, то есть. Ну вот так сделаем. Ну что, сюда или подальше еще? Ну, смотри, здесь машины есть, значит, людям здесь нравится, вот шезлонги стоят, видишь? Угу. А почему ты не заехал? Так там же последний, туда, 4-й. Есть же 4 зоны. Ага. 4 третий. area, да. Ага, опа, ага, Дорожка похуже становится. ага, А ага. вот песочек хороший такой. Тоже. Мам, смотри.
же люди есть. Вопрос, где здесь заходы. Ну там, по-моему, где зеленая какая-то кабинка или как называется. Угу. Мам, пап, мне надо спасать. Вот сюда остановимся тогда? Или подальше чуть? Вот где человек заходит. Мам, Да, сын. мне надо спасательную Давай вот сюда встанем. Здесь же. жилетку. Зачем? Ну, потому что мне не хочется, чтобы опять соленая вода в мое вот пошла. Глаза, мне не хочется. Ну вот мы приехали на парковку. Здесь 4 локации, на которых можно парковаться. Не очень они пользуются спросом. Но вообще немного отдыхающих людей здесь. И наше мнение, что это только плюс. Вот. Ну, пойдем посмотрим эту локацию, потому что мы вчера были на первой локации. Вот. Сейчас пойдем здесь посмотрим. Ну вот зашли мы на пляж. От парковки буквально 15 метров. Вот такая вот длинная, красивая, потрясающая полоса пляжная из белого кварцевого песка. Людей, как я говорил, и немного. Вот люди установили даже флагшток с флагом. Видимо, очень гордятся своей страной, своим гражданством. Вот сын плавает уже на матрасике. Здорово. Вот люди потихоньку тоже подтягиваются. Может быть, Льву будет с кем поиграть, хоть с ребятками какими-то. Отлично. Ну что, пойду плавать, пойду окунаться, потому что жарко, очень жарко. Температура воды, как я говорил, я смотрел с утра 31 градус. На улице забыл проверить сколько. Продолжаю видеорепортаж. С побережья Мексиканского залива. Этот пляж находится в северной части маленького городка, как я уже ранее говорил, Нейплс. Или еще его называют Неаполь. Вот Лёва, сын, плавает с супругой. Ириш, повернитесь лицом, наверное, ко мне. О, кто-то тонет. О, не хочу макать камеру, хотя она у нас с защитой от воды, можно ее окунать, но не хочется. Потому что вода соленая, потом надо будет где-то в проточной воде мыть. Лев, помаши мне! Хватит демонстрировать мне свои спины. Иди, иди, иди. Лев, давай быстрей. Не хочет, вредничает, как обычно. Ладно, пойду положу камеру. Хочется плавать тут бесконечно, честно говоря.
Отдохнули после пляжа. Сейчас время 6 часов. Собираемся поехать и посмотреть еще один пляж. И потом поедем в ресторанчик морской кухни и еды. Рекомендовали мне мои друзья заехать обязательно в этот ресторан. Хвалят его. Погнали! Это еще не сам Нейплс, это получается его северная часть, северный пригород. Сейчас время уже практически 7 часов вечера. Солнце вот-вот скоро зайдет. Ну, такие приятные здесь комфортные улочки. Тротуаров, к сожалению, нету. Люди вот вынуждены ходить по краю проезжей части. Но смотрится все очень опрятно. Все очень красиво. Низенькая застройка. Справа, судя по карте, какие-то понды, пруды или канал. Мы, честно говоря, не знаем эту локацию совершенно. Едем просто по навигатору, по выбранному маршруту. Вот тоже женщина. Ну, странно, что здесь нет тротуаров. Как-то немножко опасно получается. Red Arrow. Меркато. Это мы это говорим. Что это? Большой торговый центр. Ну заедем потом туда. Меркато, если большой центр. На обратном пути хочешь? До скольки он работает? Да, сейчас будем заезжать в заправку на камеру. Ну что, нет? Сифуд? А здесь сверху кнопка. Так, ну что, доехали мы до пляжа, до которого хотели доехать. И, честно говоря, я хотел поснимать закат, потому что мне говорили, что закаты здесь обалденные. Но солнце ушло в тучи, в темные. Возможно, ночью будет дождь. Вот. Но все равно сейчас поснимаем, как говорится, то, что есть. Немножко уже сумрачно, но я все равно надеюсь, что качество видео сильно не ухудшится из-за этого. Вот такая вот локация. Это уже практически сам Нейплс. И мы идем на пляж. Кстати, сейчас я почувствовал немножко запах такой специфичный. Мне кажется, кто-то немножко здесь покурил травку где-то. Да, здесь больше, конечно, гораздо народу, с учетом того, что сейчас вечер. С учетом того, что сейчас вечер, я думаю, что днем, конечно, здесь столпотворение. Вот такой тоже здесь белый песочек. Здесь вот можно арендовать себе спорт-эквипмент.
Зонтики, шезлонги. Обалденно. Вот еще кто-то там не причалил к берегу. Здесь вот тут меняется песок. Становится такой белый. Люди тоже фотографируются, снимают видео. Вот, в отличие от Чикаго, мы много времени проводили на озере Мичиган. И поэтому, вот, в отличие от Чикаго, от локации, от берега Мичиган, здесь, конечно, с Мексиканского залива вечерний вот этот бриз, он такой теплый, приятный. Очень комфортно. Облака так подсвечиваются. Солнце вот зашло туда, за облака. Ну, обалденно, конечно. Сейчас пойдем пофотографируемся и поедем уже в ресторан. Произошел маленькая фиаско. Ресторан оказался сегодня закрыт по техническим причинам. Что-то они там ремонтируют, делают. Поэтому мы сейчас будем в режиме экспромта искать, какие еще заведения, что предлагают. Какую еще еду. Вот. Ну вот в такой ресторанчик мы пришли. Выбрали столик, нас уютно посадили. Мы сделали заказ рыбных блюд. Оказалось, что это такой открытый ресторан около какого-то канала. Я не знаю, будет ли хорошо здесь это видно. Не уверен. Leo, be careful, please. Вот. Ну, довольно милый такой, немножко с морской тематикой. Сейчас блюда принесут. Сами посмотрим, что же мы все-таки заказали. Ну и покажу. Не знаю, может быть, отсюда будет видно лучше. Вот такой вот ресторанчик здесь. Я так понимаю, что это канал. Здесь пришвартованные лодки. Да, определенно этот канал, видимо, выходит в сам залив. И этих каналов здесь очень много. Живая музычка, приятно так. Уютный такой. Вот что я заметил здесь, в Соединенных Штатах, есть такая тенденция. Ресторан может, допустим, выглядеть не очень презентабельно так скажем, с фронтальной части, да, то есть с входа. Но, как правило, еда там будет очень вкусная, обслуживание на хорошем уровне. Вот такой вот у них есть пунктик, то есть они не сильно вкладываются почему-то в интерьеры. Да, есть и рестораны, безусловно, с хорошим интерьером, но, во-первых, там будет однозначно сразу очень-очень высокий ценник. И, как правило, эти рестораны держат не американцы, это могут быть итальянские, действительно, какие-то рестораны. Опять же, люди с постсоветского пространства тоже придерживаются тенденций вкладываться в интерьеры. Ну вот здесь вот так вот.
Ну вот нам принесли нашу еду. Не знаю, будет видно или нет. Вот такие сегодня у нас диши. Креветки с рисом, паста с морепродуктами. И у меня тоже здесь креветки в кляре. Все, не терпится покушать. Всем привет снова. У нас начался следующий день, утро четверга. Время, по-моему, 8 часов 30 минут. Мои еще спят. Я решил один поехать сегодня быстренько искупнуться, пока они просыпаются. Мы сегодня хотим поехать посмотреть некоторые природные заповедники. Супруга хотела увидеть разных попугаев, животных, может быть, аллигатора. Вот. Но меня ближе тянет все-таки к воде, к морю или океану. Вообще это Мексиканский залив. Ну давайте я покажу, как тихо, спокойно здесь, в этой прибрежной зоне. И мне, конечно же, это нравится. Очень много людей прогуливается. Не вижу, чтобы люди плавали, но нет, вот там вот кто-то уже плавает. Ночью прошел дождь, везде стоят лужи. Здесь часто ночью проходят дожди. У людей музычка играет. Вот водичка сегодня мутноватая после дождя. Мутноватенькая немножко водичка. Вот здесь вот видно прямо муть такая скопилась. Ну ничего. Я думаю, это все только за здоровье. Вот какая-то мини-цапля. Я не орнитолог, не разбираюсь в птицах, к сожалению. Все узнать невозможно. Ну все, приступаю к купанию, друзья. Выехали мы, ну не на болото, выехали мы на Natural Preserve, так называемый, посмотреть природные достопримечательности. Вот ехать примерно 20 минут. Вот, как приедем, тогда буду снимать, если что-то увидим красивое там. Итак, мы приехали в природную зону. Не знаю, является ли это заповедником. Дорога составила, в принципе, 20 минут. Не так уж и далеко от места, где мы арендуем дом. Вчера я уже вроде говорил, что вчера ночью прошел достаточно сильный ливень. И везде очень много воды. Но я думаю, что здесь она и изначально была. Вот здесь такой понт, пруд. Мы приехали не одни, еще какая-то машина приехала. Ребята тоже решили, видимо, прогуляться. Вот, эта зона называется, если на русский перевести, птичье болото. Птичье болото. Вот они просят уважать природу, не кидать мусор, не разводить костер. Вот на табличке написано: не кормить аллигаторов.
Соответственно, можно ожидать, что они тут есть. Сейчас уже, в принципе, 11 часов утра, поэтому, может быть, они куда-то залезли под коряжечки, потому что достаточно душно. И пойдем мы вот туда. Лев, здесь аллигатор водится. Вот видел там, Лев, табличечка про аллигаторы? Вот это пищит. Ну, какие-то насекомые интересные пищат. Пойдем, Сань. Можно банан. Вот здесь карта маршрута, как здесь можно пройтись, посмотреть. Рекомендуют одеть ботинки, чего мы, к сожалению, не выполнили. Сейчас возьмем карту. В общем-то, судя по этим табличкам, где-то здесь, скорее всего, везде, я думаю, что водятся аллигаторы, которые миссисипские. Просят их не кормить, в принципе, чего мы не собираемся делать, особенно своими ногами и руками. Но мы читали обнадеживающие статьи о том, что вроде аллигаторы на людей так особенно не нападают. Поэтому надеемся, что все благополучно будет. Но и пока никаких признаков этих аллигаторов нету. Просто красивая такая растительность. Я так понимаю, что там все заболочено. И каких-то вот таких троп прямо туда зайти, просто здесь тропинка, а зайти туда вглубь, видимо, не предусмотрено. Наверное, это и к добру, как говорится. Ну, пойдем гулять дальше. Вот не знаю, будет видно или нет. Я стараюсь громко не разговаривать. Но вот на дереве там сидит какой-то охотник из рода ястребиных. В принципе, не пугается нас. Сейчас я, может быть, еще с другой стороны сниму. Здесь вот такая вот лавочка. Можно передохнуть. А может быть, вот так вот присесть, протянуть ноги и покормить ногами аллигаторов. Шучу, конечно. Но судя по помятой траве, они периодически сюда приходят. Вот опять эта птица с этой стороны. Хорошо, что немножко сегодня облачно. Это спасает нас от дневного зноя, потому что время уже 12 час. Но все равно ощущаешь себя, конечно, как в бане. Понятно, что люди ко всему привыкают, но для нас во Флориде пока тяжковато ощущать себя. Вот эта карта с отметкой, какие есть здесь точки можно посетить. В принципе, получается, не так уж и далеко мы от побережья, потому что вот сложно сказать, где Нейпл, не могу сказать. Наверное, где-то вот в этой стороне, судя по всему. Это получается 60 тысяч акров здесь. Вот этих вот владений. Но мы пойдем сейчас вот сюда. Ну, натуральное болото, что сказать. Все заболочено. Поэтому здесь вот так вот предусмотрено для туристов, для пешеходов. Такой вот помост, мостки такие.
Вот и хвойные деревья встречаются какие-то. Да, пахнет хвойником. Вкусно. Ну чего, вы идете? Давайте, поторапливайтесь. Спят аллигаторы? Может быть, оно и к лучшему? Ну, я бы хотела бы увидеть его. Ладно, увидим аллигатор или что-нибудь интересное. Включимся. Вот остановились здесь. Сделано что-то типа смотровой площадки. И вот там кнопочку нажимаешь и рассказывают тебе про разные виды животных, которые здесь можно встретить. Ну, конечно, уровень влажности здесь такой, что дерево моментально разлагается. Видно, что уже все покрылось мхом. Но пока мы не встретили ни одного аллигатора. Может быть, потому что практически полдень, они где-нибудь залегли. Мы, честно говоря, думали поехать утром, но утром опять семья у меня не проснулась. Я уже записывал видео о том, что я съездил, покупался один. Ну да, здесь вот по большому счету никуда в лес-то и не зайти, в эти джунгли. Везде стоит вода, особенно после ливня. Ну что, пойдемте дальше, может быть, там кого-нибудь увидим. Нет признаков шевеления никого, нигде. А что это вот это вот? Что, пеньки? Это новое растение растет? Ну, вероятно, да. Это сложно сказать. Я тоже думал, что это за пеньки. Пап, я еще нашел мелогодончика. Какого мелогодончика? Это как просто платончик. А, тритончика? Да. Я понял. Вот платончика нашел. Вот что-то там плавает тоже. Что такое? Круглое, непонятное. Это рыбы. Они сигнал делают другим рыбам. Потому что там есть еда. Возможно, здесь есть и рыбы, но я не уверен в этом. Finally, we found one. Talking, man. Probably thinks we're gonna feed him. Wow. Oh, dude, we wanted to see one more before we left. Look at that. Yeah. That's You bring the lucky from that place, right? Hey man, you brought the luck. We didn't see any here. Ah, maybe. Thank you. But it is sleeping, right? Without any Look, it's moving. moving? Вижу. Here, let's see if we can get him to come close. Да. Смотри, у него нос торчит. Whoa, 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 whoa. Смотри, он плывет. It's moving. It's swimming. Смотри, Come on. Плывет, двигается. Коте обманывают. потихонечку. Нет. Он тихонько двигается. Кого-то ищет. Do you want to touch? No, he doesn't like it. Sometimes they'll come after it, man. I told you, he likes chicken. Yeah. Вы всегда Throw it out, see if they'll- вы bite it. видите Yeah. момент, когда Окей. Я вот увидел какие-то дикорастущие фрукты или плоды. Честно говоря, не знаю, что это. Но весьма интересные.
Ребята прошли, с которыми мы сейчас пообщались. Они сказали, что, к сожалению, тропа дальше закрыта по каким-то причинам. И пройти дальше невозможно. Поэтому дойдем сейчас до конца и будем возвращаться. Сын вот обнаружил жабу и чрезвычайно рад этой жабе. Очень интересный вид. Вот такая вот жаба. Практически сливается с местным интерьером, так сказать. Не будем ее трогать, да? Ох, ну, духота, конечно, здесь. Все это испаряется. Вот еще фрукты, которые я видел. На другой стороне растут. Мы достаточно далеко уже прошли и закончились вот эти вот мостки. Вот там вот. Там табличка висит, что дальше как бы не рекомендуется ходить. По каким-то соображениям безопасности дикого мира. Это какая-то улитка. Пойдем посмотрим быстро и вернемся, что здесь вообще. Ну, я думаю, что далеко мы здесь и, в принципе, и не пройдем, потому что после вчерашнего шторма, после вчерашнего ливня тропинку размыло. Вот тут что-то, какая-то табличка. Какое-то гнездо на дереве. Непонятно, что это, кто это. Кто-то соорудил себе там гнездо такое огромное. Не подходи близко к воде, сынок. Ну, потому что я не знаю, кто там может жить. Меня это настораживает. Но у нас нет подходящей обуви. Однозначно мы туда не пойдем. Здесь вот даже текут ручьи. Видно, что воды очень много после дождя. И, честно говоря, душно. Поэтому мы будем возвращаться. Пойдем на парковку. И, может быть, по дороге в наш район остановимся где-нибудь еще. Запечатлеем какой-нибудь кусочек природы. Не знаю, какие-то пеньки интересные, сынок. Какое-то растение, скорее, почки какого-то растения. Что-то растет из земли. Пойдем? Где гадюка? Вот, возвращались назад. Это не гадюка, это какая-то просто змея. Аккуратно подходи, вон она сидит черная. Вон, видишь, на нас поворачивает? Нет. Вон, видишь? Нет, да. Вот так вот она. Достаточно длинная, судя по всему. По количеству колец. Она черная. Я думаю, что это ядовитый вид, поэтому давай не будем ее тревожить. Пойдем, все, возвращаемся. Мы увидели какого-то огромного кузнечика. Я, честно говоря, первый раз такого вижу. Может быть, это какая-то подвид саранчи. Можно взять его. Нет, я не рекомендую этого делать. Он может очень сильно укусить. У него сзади, видишь, какая? Типа сабля или что-то. Вот они, наверное, и стрекочут. Не надо, Лев, это делать.
Все, пошли. Не надо, Лев. Ну, покажи его сюда на камеру, тогда уж раз взял. Какая-то огромная особь. Че, укусил? Нет. Просто испугался? Все, пойдем, хватит. Ребенок очень любит всяких насекомых. Ну а мы все, практически подходим к парковке. Вот там вот она, буквально в 150 метрах. И поедем. Очень душно. Вот возвращались на машине, ехали вот по этой дороге. Здесь вот с этих болот, видимо, текут такие вот, я не знаю, как реки. Вон он, смотри, сидит в тени. Вон он. Вот это болотная рыжа. Смотри, рыба плавает. Видела, рыба какая проплыла? Вот смотри, лежит. Вон он лежит, только глаза отдыхает в трясинке. Но небольшой, тот больше был. О, пошел. Смотри. Красавчик. Решил, видимо. Ну, все. И на глубину, под коряжечку. Вот они где и живут. Ну что, поехали? Вон там птицы какие-то красивые сидят. Поехали. Я пойду дойду до нее, ладно? Ну давай, дойди. Я тогда в машину. Офигеть, как ты его увидел? Глаза. Вот отъехали буквально 500 метров, и здесь уже начинается жилая застройка. Вот у людей вот такие вот дома. Я так понимаю, что, возможно, эти ручьи вот сюда вот впадают в это озерцо. Какую-то строительную технику привезли, судя по всему. Вот уже начинаются жилые дома чьи-то. Ну, прокладывай тогда дорогу, куда мы хотели заехать еще. Walmart, посмотри. Интересная такая архитектура, но есть и современные вот такие вот здесь домики. Мне вот этот стиль больше нравится, конечно. Такой, я бы сказал, по-техасски. Ну все, помчались. Да, развернемся здесь. Вот хотели заехать на озера, оказывается, это гольф-клуб. Видимо, здесь проезд по членским билетам. Сейчас мы попробуем с другой стороны доехать до этих озер. Вот здесь мы мимо проезжали и хотели сделать маленький репортаж, съемку вот с этих вот озер. Красивое такое место. Я так понимаю, что это private, ну, то есть частный жилой комплекс. Рядом вот с той стороны получается там гольф-поля. Ну вот опять написано: не кормите, пожалуйста, аллигаторов, и, пожалуйста, здесь не купайтесь. Но у меня нет такого намерения, скажу откровенно.
Вот бережок вот так вот аккуратно сделан. Обломками вулканической породы. Вот такой вот комплекс там. Как я говорил, вот там вот гольф-поля дальше, вот за мостом. Ну, вода, по цвету видно, что это торфяная вода. Судя по карте, здесь вообще все вот эти вот каналы, они друг с другом объединены. Вот даже рыба плавает, интересно. Ну, понятно, что живность какая-то есть, потому что аллигаторам чем-то надо питаться. Ну, вот такая интересная локация. Мы поедем дальше. У нас есть планы заехать в Walmart, купить необходимые для нас вещи. Что-то из фруктов. Приехали на наш любимый пляж. Вечер. Сейчас примерно 6 часов вечера. Немножко ветрит. Несмотря на это, солнце все равно припекает. Достаточно таки ощутимо, с учетом того, что вчера мы немножко, можно сказать, подгорели из-за долгого пребывания на солнце. Почему-то даже наш крем не сильно нам помог. Вероятно, без него просто было бы еще хуже. Ну и народу прибавилось. Видимо, эти часы пользуются здесь популярностью. Не так жарко, не так знойно. Красиво, конечно. Ну, вода, конечно, немножко мутноватая. По сравнению с моими воспоминаниями о пляжах Доминиканы, Канкуна, вода здесь более такая неспокойная, мутная. Я связываю это не с грязью, я думаю, что просто песок более мелкозернистый, и вот такими даже слабыми волнами его взбалтывает. И тем более вот там вот где-то на отдалении примерно 25-30, может 40 метров видны вот такие песчаные косы, отмели. И там практически по пояс, на некоторых местах даже поменьше. То есть вот эти наносы песка, они и создают эту мутность. Но все равно вот эта вот длиннющая береговая линия, я не могу даже сказать, сколько здесь в длину эти пляжи. Наверное, километры. Вот. Необыкновенный, конечно, вид они создают. И вот эта вот тропическая зелень, пальмы. Супер вообще, огонь. Это место однозначно достойно восхищения. Мы послезавтра уже собираемся в Майами, чтобы оценить пляжи этого города. Может быть, посмотреть какие-то достопримечательности. Вот. И будет возможность сравнить пляжи, сравнить Мексиканский залив и Атлантический океан. Я думаю, что это очень интересный опыт. Ну а все, наверное, я сейчас пойду искупнусь со своей семьей, которая уже вот там плавает. Вот. И если удастся, сегодня не так облачно, как вчера. Вчера я пытался заснять, запечатлеть закат, потому что закаты здесь славятся своей красотой. Вчера получилось запечатлеть только как солнце село в тучи. Сегодня надеюсь, что получится полноценный закат заснять. Он примерно будет через час, может быть, чуть-чуть побольше. Ну, посмотрим. Ну, дело идет к закату.
И вот что меня беспокоит, со стороны полуострова идет вот такая вот облачность. И эти облака, в принципе, могут принести дождь. Я не знаю, успеем мы до заката или нет. Попробуем посидеть еще немного. В принципе, ничего страшного, мы на машине. Поэтому, если что, запрыгнем в машину. И тут у нас доехать 3 минуты буквально до апартментов. Но люди тоже не сильно пока беспокоятся. Все продолжают отдых. Вот Иришка. Say hi. Вот Лео. Лео. Hello, boy. Лев нашел ракушку и занят изучением, как она устроена и почему она не хочет выходить к нему. Ну, вот такой, в принципе, пляжный отдых здесь, в городке Нейплс. Очень комфортный, очень все неспешный. В округе очень много различного рода инфраструктуры, разного рода магазинов и, в принципе, вообще все, что нужно, я считаю. С учетом, опять же, того, что Amazon доставляет все товары. Вчера вот ребенку заказали очки, потому что оказалось, что те очки, которые мы взяли с собой, они уже мутноватые, поцарапаны. Вот, заказали ему новые очки такой же модели, как и у меня. Вот, и доставили на следующий день. То есть сегодня уже доставили. Вот мы после обеда приехали, после наших поездок, прогулок. Очки уже были на месте. Сегодня он уже поплавал в новых очках. Поэтому великолепно. Вот даже на квадриках кто-то гоняет. Ребята из Мексики, судя по всему, или из какой-то латинской страны. Здесь, кстати, их немного, в отличие от Чикаго, я уже говорил. У меня создалось впечатление, что здесь соотношение очень сильно смещено в большую сторону белого населения. Ну вот эти тучи, про которые я говорил, очень темные такие они. Мы сегодня, кстати, на второй стоянке, на второй пляжной зоне. Вот первая вот там вот. Дальше там третья, четвертая. Чаечки летают. Вот такой у меня получается неспешный видеоблог по поводу этой поездки. Ну, сейчас подождем заката. Ну, в принципе, мы дождались заката. Вот эта вот облачная полоска, о которой я говорил, она превратилась в вот такую вот красивенную подкову. Не знаю, будет видно или нет. Она вот так вот, таким вот изгибом окутала небо. И вот такой как бы шторой или занавесом собирается соединиться с полосой, с водной вот этой вот гранью. И вот так вот светит солнце, красота. Многие люди вот устраивают фотосессии. Здорово. Ну вот солнце коснулось воды, условно можно так сказать. Это потрясающее зрелище. Одна часть солнца начала отражаться от воды. И как будто оно плавно перетекает в воду. Как будто вся солнечная масса просто начинает затекать
в воду и пропадать там. Красотища. Эй, всем привет. Ты видел? Я зевнула сейчас. Ну ничего страшного. Ну ничего страшного. В общем, полдень сейчас. Какой день недели, что-то я запутался? Пятница. Нет, не пятница. Пятница? Да, пятница. В общем, собираемся посетить Everglades Wonder Garden, да? В общем, какой-то сад, где будут птицы и еще какие-то кричесы. Вот. Ехать туда 15 минут. Поэтому выезжаем. И там будем снимать что-то интересное. Какие-то интересные экземпляры животных, птиц. Кто там есть? Розовый фламинго, да? Да. Вот розовый фламинго, наверное, посмотрим. Еще каких-то кричесов. А потом отдохнем и после обеда, надеюсь, посетим снова пляж. Погода сегодня замечательная. С утра не было облаков. Надо ремень пристегнуть. Не было никаких облаков. Но сейчас немножко облачность появляется. Ну и я считаю, что в принципе для этого района это очень даже позитивно. Вот. Облака будут, не будет не так знойно. И активное солнце будет поменьше. Потому что все-таки мы подгорели. Ну, такие вот улочки сейчас. Поедем. Наклейка упала. Она как-то не сделалась, я не знаю как. И потом она... Потом они вот такие, и больше. И может еще остаться один. Какой лучше. Да, получается, мы едем в северную часть, да? Да, опять на Вдоль получается, вдоль побережья мы едем, да? Ну да. Вот справа кладбище. Очень опрятно они содержат такие объекты. Не сильно видно, ну ладно. Вот эта мачта, интересно, что за мачта такая? Молниеотвод. И там, смотри, маленький флаг какой-то. Но это не флаг Соединенных Штатов, какой-то что-то другое, да? Ну, какой-то... А, нет, это стрела. Это не это стрела крана. Видимо, что-то там они строят. Прикольно. Ну, здесь вот справа и слева по карте видно, что здесь какие-то каналы, заводи. Я думаю, что здесь прям такого слишком что-то интересного не будет. Да, надо парковку искать. Вот куда мы домой подъезжаем. Осталось буквально 2 минуты. Outdoor Kitchen, вот видишь, летние так называемые кухни. В России это называют летние кухни, а здесь это Outdoor Kitchens. Пропускаем машинки, смотрим, едем. Здесь такая круговая развязочка. Смотри-ка, красиво. Нравится тебе? Красиво, да, очень? Ну знаешь, даже не то, что вон, смотри, какая статуя. Это мальчик с девочкой, смотри. Красиво. Все флагами увесили, видишь?
как вот здесь? Я не знаю. Как нам? Вот здесь где-то налево надо. Что-то я не сильно понял, как нам заезжать. Попробуем сюда заехать. И будем определяться. Сейчас пока выключу, чтобы нам... Так, ну вроде мы припарковались. Здесь был не совсем очевидный заезд. Вот нарисованы аллигаторы, значит мы в правильном месте. Правда, не факт, что они там есть. И вот этот Everglades Wonder Gardens. Вот что это такое. Ну пойдемте. Ящерка. Ну пойдем. О, как обычно, очень много всяких. Вот обнаружили здесь такое колесо для загадывания желаний. Монетку кладешь, загадываешь желание. Давай, Ирик, клади монетку. Какое желание? Секретное, да? Какое, мама? Интересно придумано, конечно. Пока. Опа. Интересно, конечно, задумка такая. Разные буклеты, проспекты тут, в общем. Мы любим все натуральное, поэтому пойдем сразу дальше. Вот здесь есть карта. Здесь есть карта. Получается, есть черепахи, попугаи, уточки, фламинго. А, ну есть один бассейн, 5-й с аллигаторами. Ну, все, пойдем посмотрим. Оу, какой прекрасный экземпляр. Он смотрит на меня. Смотри, как он делает. Это она, Милли. Милли. Ай, Милли. Ай, Милли. Hi. Hi. Слушай, ну они... No Russian language? Привет. 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 Hello. Hello. Are you being silly, girl? Yeah. I know. What are you doing? Hello. Okay. Wow, we just had a full-blown conversation. Yeah. She's a funny girl. She is a funny girl. Thank you. I love that. Oh, Kiwi. Вот Калипсо. Смотри, Калипсо. Привет, Калипсо. Little girl. Little girl. Марфи. Hi, Марфи. Смотри, Марфи. Марфи, little girl. Киви. Вон там киви. Они получаются, Риш, они получаются, ну просто вот никак здесь, нет у них никаких клеток, да? Нет, вот есть они не могут быть. А, ну наверное они, да, вот сверху такая что-то типа какой-то проволоки. Или... Нет, Ириш, это просто гирлянды, потому что дальше ты смотри, вот здесь есть свободное как бы пространство. Вообще вот дерево, смотри. Какой-то баньян какой-то, да, что это? Вот, Дерево, смотри, какое лёгкое. обалдеть.
Там какой-то датчик стоит на дереве, смотри, что-то тоже. Banyan trees. Walking, по-другому еще называется walking trees. Гуляющее дерево, которое покрывает корону другого дерева. Ну, в общем, странно, в общем. Что-то очень тропическое, на тропическом языке. Что мне здесь уже нравится, то что здесь такой густая растительность, хороший тенек. И я ощущаю, во всяком случае, себя очень комфортно. Может, конечно, я уже акклиматизировался. No swimming. А что тут, закрыто? Аллигатор отдыхает. Где? А, ну вот один представитель там. Разогрев. А, ну вот. Слушай, они небольшие. И вот еще там 2 штучки. 2 рептилии. Птица, пришла. Птица пришла? Какая птица? Вот. А, ну я даже ее не вижу. Смотри, как они хорошо. Вот какая-то. Такой клюв длинный. Ладно, сейчас пойдем. Вот такая маленькая заводь здесь с черепахами. Лев, не перелезай. Кто там? Смотри, как она перелезает. Ты посмотри. Ну вот они плывут. Дети, покажи, как она перелезает. Вот у них водичка здесь, я бы не сказал, что прямо Смотри, чистая. как она перелезает. Она услышала и остановилась. Смотри. Лев, не надо. Лев, не надо. Смотри. Смотри, какая она шустрая, оказывается. Не надо. Смотри, 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 какая. Лев, не надо, сказала. Это не шустрая. Оп, оп, и поплыла. А можно туда? Вот такой у них бассейн какой-то создан здесь. Искусственный аллигатор без одной руки. Ну, не знаю, наверное, особей 10-15 как минимум здесь, а то и поболее. Здесь почему-то проход закрыт, не знаю, можно ли туда идти. Смотри, я чуть. Не топчи. Ну здесь тоже эти же черепахи плавают в запруженной воде. Что? Вот какая-то кочка на пальме выросла. Мы вчера видели такие, да, кочки, которые... Там не хочет. Гигантская черепаха? Да нет, не гигантская. Ну вот тут здесь целое семейство черепашьи. Иди, Лев, залезь, посмотри. Вон там еще одна. Вон, видишь, Лев? Да. Ну, побольше вот синьки сидят там. Занимаются своими делами черепашьими. Разные тропические растения здесь. African tulip. African tulip. Я нашел вот это. Что такое? Кто это? Не знаю, это куколка какая-то. Давай-ка ее оставим. Это может быть даже еда для черепах. Не хочет. Вот это вот дерево, дерево какао. Плодов сейчас нету. Вот такое вот оно с интересными широкими листьями. Тоже вот пальма вся, получается, обросла каким-то вьюном
Ну, пойдем дальше. Вот это вот, оказывается, называется Ponytail Palm. Если дословно переводить, получается хвост пони. Scarlet Flame Bean. Вот это вот дерево. Я бы сказал, что, честно говоря, оно похоже на лимон, но нет. Запаха нету цитрусового. Это все-таки это какой-то бин. Но видно, что вот высохшие стручки типа бобовых, что-то такое опало. Компакт драцена, маленькие драцены. Кто там кричит? Вот тут какая-то болотина, и там кто-то орет. Я так понимаю. А, ну там вот фламинго стоят. Вот там 2 штучки. Сейчас я поближе подойду и попробую снять их вблизи. Да, здесь я не заметил сразу, это фламинго лагун. Вот какой-то интересный цветок отцветает. И я уверен, что это что-то из разряда лилий. Потому что, честно говоря, я из Мексики привозил вот такую вот луковицу. И мы несколько лет выращивали эту лилию дома у нас. И это очень похоже на то, что у нас было. American Flamingo. Вот где они распространены. На Галапагосских островах, Колумбии, Венесуэле, Бразилии, на Карибских островах и в Южной Флориде. Вот это вот, я не знаю, белого парня, который собирает там каких-то головастиков. А вот эти вот 2 штучки всего фламинго. Насколько я знаю, они приобретают свой красный окрас из-за того, что они едят каких-то вот особых красных рачков. Если они не будут питаться этими красными рачками, они выцветут. Возможно, их подкармливают чем-то, чтобы они не теряли свой окрас. И красиво. Здесь вот тоже лилии цветут, еще что-то. Еще какие-то вот цветы, не знаю. Пойдем посмотрим. Смотри, Лёва, тут какие смешные. Кто там? Черепаха. Ага. Вот, маленькая. А эту ты видел, Сереж? Флоридская коробочная Ты видел эту? черепаха. Черепаха-аллигатор. Черепаха. Ух ты! Ух ты, она вся в шипах. Офигеть. Она вообще двигается? Ну, вероятно, она какая-то, может быть, даже хищник. Вот, смотри. Ну да. Конечно, диета, моллюски и рыба. Моллюски и рыба, да, значит, она не травоядная явно. И своим клювом, наверное, как раз моллюсков-то она и раскапывает. Что вы там кричите? А фламинго вы увидели? Что вы кричите? Что? Ну, какие-то птицы. Попугай. Ну да, закрыты они там в вольерчиках. Давай вот в этой двери посмотрим, там какие-то цветы. А с той стороны разве нельзя зайти в эту оранжерею? Можно? Можно, да.
Сейчас попробую зайти. Нет, к сожалению, оранжерея закрыта. Зайти туда внутрь нельзя. Но этих ребят вблизи можно вот посмотреть. Вот они. Какие-то милые попугайчики. Ну вот какие-то здесь лилии якобы. Не вижу я много лилий, но написано, что они где-то здесь есть. Может быть, просто сейчас не сезон, и они потом как-то будут красиво здесь цвести. Хотя вон, может быть, вот те лилии они имеют в виду. Алоэ вера. Всем известное растение. Бананчики растут. Еще не созрели. Даже не знаю, какой цикл у банана, через сколько они созреют. Да, банан. Банановая пальма, так называемая. Ну, даже за пределами ограды вот виден тоже какой-то, какая-то красивая грациозная птица там сидит. И сидит она там на ручье, видно, что там ручей. Очевидно, что она охотится, может быть, на лягушек или еще на какую-то живность. Вот таких множество здесь маленьких ящериц, которые вот так вот, вот маленькие тритоны, вот они побежали, их просто большое количество здесь, но не будем их тревожить. Umbrella plant. Вот это вот называется Umbrella plant. Зонтичное дерево. Не дерево, а растение, извиняюсь. Здесь вот тоже какой-то павильон. И кто-то там покрикивал. А, ну вот такие вот птицы интересные. Тоже что-то между голубем и попугаем. И вот и утки, кстати, вот интересные. Вот там, не знаю, будет ли видно с камеры. Я сейчас с другого ракурса подойду. И их еще раз посмотрим. Все-таки, конечно, вот эти вот тропические растения, они настолько красивые, какие-то вот для меня лично обворожительные. Именно вот разнообразием, наверное, своих форм, своими мясистыми листьями. Вот не знаю, как-то наступить здесь и одновременно попробовать запечатлеть этих уток. Ну, вот какие-то утки. И тоже вот красивые. Не просто серые, вот какая-то вот окрас у них такой. Интересный. Ну, пойду дальше, еще что-нибудь посмотрю. Вот это вот называется австралийский папоротник.
Кстати, папоротники являются, наверное, одними из самых древних видов растительности на Земле. И им очень много-много миллионов лет. Одни из самых первых появившихся растений, которые сформировались из колоний зеленых бактерий, насколько я читал в свое время, в студенческие годы. Вот тоже, я думаю, что подвиды каких-то лилий. Очень интересно. И вот еще банановая гроздь. Банан растет. В принципе, территория здесь, я бы не сказал, что очень большая, но достаточно насыщенная различными видами растений и разных видов. Что ты кричишь? Что? Кто ты? Давай посмотрим на тебя. Ты требуешь внимания к себе, да? Ну все. Ну вот он похож, я бы сказал, на какого-то... Вот, подскользнулся. Ну ничего. Шустрый малый. И там вот черепаха ходит. Не знаю, будет видно на камеру или нет. Какой-то вот, я не знаю, я бы сказал, вид цесарок каких-то. Кто-то там тоже надрывается и зовет, приглашает меня посмотреть. К сожалению, я не видел там табличку, хотя так, это Golden Island. Распространен Western China. Угу. А вот именно вчера, когда мы ездили на натуральную природную зону, мне кажется, вот таких вот мы и видели, что-то похожее. Ну это хавк. Red-shouldered hawk. Я уже даже забыл, как переводится хавк. Но вроде как ястреб. Могу ошибаться. Вот, видимо, они как-то разделены, зонированы, может быть. Они конкурируют как-то друг с другом и будут друг друга бить. Поэтому у них две отдельные зоны. Африканская черепаха. Огромные, конечно, они. Я думаю, что каждый килограмм по 15. А вот здесь написано, что в длину они примерно 18 инчей. И вес от 70 до 150 лб. Но это значит примерно от 35 до 70-75 килограмм. И вот там вот ходит его величество варан.
Или игуана. Скорее всего. Первый раз, кстати, у меня отключилась камера от перегрева. Я думал, эти модели не перегреваются. И вот это африканская черепаха. И одна еще вот там вот затаилась под деревом. Ну что, пойдем дальше, посмотрим, что тут есть еще. Подошел я вот к такой интересной лагуне. Здесь плавают красные или золотистые карпы. Забыл, как правильно их называют. Называется кой или кипринус робуфускус. Центральная Европа или Азия. Ну, красивые карпы, они вырастают до 75 сантиметров в длину, написано, и могут быть до 8-9 килограмм. Ну, в принципе, как и обычный среднеевропейский карп. Насколько помню, они травоядные. Наверное, конечно, чем-то здесь подкармливают, потому что растительности им здесь недостаточно для естественного прокорма. Написано, что это бонсай trees, то есть лес бонсай. Но, честно говоря, он какой-то немножечко куцый. Листочков немного у этих маленьких бонсай деревьев. И некоторые виды даже подсохли изрядно. Но некоторые ничего. Вот винная пальма. Wine palm. Не знаю, почему ее назвали винной. Вот тут заметил такие интересные орхидеи. Это он напьет, какой-то сок. Иди маме покажи, я не знаю, это ягоды. Здесь что-то может быть даже ядовитое, может быть. Вот такие вот орхидеи здесь растут, интересные. Какие-то они, я бы сказал, микро-орхидеи. Вот еще одна не цветет. Ну, я так понимаю, что здесь этот зеленый парк, он создавался не при поддержке администрации там или что-то, а вот комьюнити какой-то создавало, то есть совместный вклад делали люди, потому что вот я уже третью табличку встречаю, где написано, что вот в признание вклада Франклина и Дженнет по случаю 50-летия свадьбы от их семьи. Но это, как правило, такие таблички ставят, когда люди оказывают какую-то спонсорскую помощь, вклад в развитие каких-то проектов, и им разрешают вот поставить памятные таблички. И вот это вот очень интересный такой подход. Пришла еще большая облачность, и стало вообще достаточно комфортно. Мы еще раз решили пройтись по кругу, потому что, вот, допустим, здесь вот я еще не смотрел. Вот там вот бабочка. Как смотри, Лев, бабочка какая летает. Огромная. Смотри.
Ну, черепахи, да, обычно что-то кушают. Вот сюда вот я не заходил. И, честно говоря, даже не знаю, как туда можно подойти. Я так понимаю, что это растет бамбук. И здесь вот тоже вот какой-то серый красивый попугай с красным хвостом. Вентиляторы установлены у него для прохлады, для создания искусственного ветра. Ну вот написано: африканский серый попугай. Проживает в Африке, в Анголе, в Камеруне, в Конго, в Габоне. Питается фруктами и может достигать веса 10 килограмм примерно. Лаймы? Да, маленькие лаймы. Это получается лайм бонсай. Не надо их срывать, сынок. Я одну возьму. О, белый попугай. White parrot. Это он сказал? Вау! Посмотри. Привет. Хай. Скучает в одиночку. Кайси? 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 Ну, получается, это umbrella какаду. Ну, смотри, у них там и обогреватель стоит. У них стоит и вентилятор там. Ну, может быть, это для каких-то зимних условий, не знаю. Ты съел? Ты съел? Уже несколько раз проходил мимо этого места, вот только сейчас вот заметил. Здесь вот такое дерево. И снизу все усеяно такими шипами. Очевидно, что это для защиты от каких-то животных или грызунов, которые могут попортить его кору. Вот такая интересная форма эволюции. Птица, которая называется багамская стоунбак. А вот здесь вольер с попугаями. Макавс. Посмотрим, что тут у нас. Blue and Gold, Ruby, Green. Оказывается, они еще разные. Вот какой красавчик. Пап, Да. Красивое перо ты нашел. Ай, целуйся. Ай-яй. Какие сладкие. Смотри, Серег, Красавчики такие, а? ты видел? Шмоки. Ой. Да, клювы у них, конечно, такие костяные. Я думаю, что уснуть они могут серьезно. Видела клювы, насколько у них мощные? Думаю, что лазят. да, раскалывают они фрукты разные. Палочку держит в руке. Дай палочку мне. Дашь?
Палочку дашь? Дай палочку. Ну вот скамеечка тоже. Я уже говорил ранее, что здесь есть разные таблички, посвященные разным людям. И вот здесь вот в память о Дона Лин Тортуро. Но, видимо, в памяти сотрудниц. Натуральный, я не знаю, что это такое. Натуральный гранит какой-то зеленый. И вот здесь вот тоже кто-то у нас, какой-то вид птиц. А ты видел, что у парня проблемы, Сереж? Нет, не видел. Сейчас посмотрим, кто это и что там. Ну, в принципе, мы прошли уже достаточно много здесь зеленых уголков, можно сказать, разных экспозиций. Сама по себе территория не очень большая, но в принципе насыщенная. Посещение этого места однозначно стоит потраченного времени и денег. И, в принципе, стоимость не такая же большая. $40 получилось на троих. Вот. Я думаю, что сейчас уже мы будем выходить на выход. Вот здесь тоже такой зеленый уголок. Такая вот красивая пальма. Фонтанчики. Ну, в общем, это место порадовало мой глаз, честно говоря, вот своей насыщенностью зелеными растениями, даже не столько животными представителями, сколько вот растения почему-то мне очень понравились. И сейчас будем выдвигаться, наверное, уже в сторону дома. Может, по пути еще куда-то заедем, посмотрим. Мне просто очень комфортно сейчас. Я уже говорил, что облачность такая пришла. Может, это позволит нам где-то еще остановиться и что-то посмотреть, запечатлеть. Ну вот и все, мы освободили арендованное жилье. Вот. И выдвигаемся в Майами. Но сначала мы хотим проехать через даунтаун этого городка. У меня приехал товарищ, которого я не видел много-много лет, который живет здесь в США. Мы хотим посидеть в кафе. Сейчас заедем где-нибудь, остановимся, выпьем каких-нибудь вкусных напитков. Вот он впереди едет на Kia. Видимо, разворот будет. Вот на такую плазу мы заезжаем. Я не знаю, куда даже, что там он проложил. Судя по всему, в какое-то бистро. Uncle Julius. Дядюшка Джулиус. Звучит это так, на мой лад.
Выехал очень вперед. Нет? Сейчас посмотрю. Я сегодня мог выехать куда угодно после вчерашних посиделок. Да, немножечко вперед я выехал, надо сейчас подровнять машину. Вот такая вот здесь плаза. Прямой репортаж. Да, я записываю влог, потом на YouTube выложу. Вот это ты место выбрал? Ну, не знаю. Uncle Julius? Пойдем сюда зайдем. Да мне без разницы, вот можно и на улице посидеть, попить что-нибудь освежающего. Сейчас я немножко подровняю. Мы решили зайти в Асан Гриль. Нет. Ну вот взяли мы напитков, сидим, отдыхаем. Как ты имеешь? Ты кому снимаешь? Это мы сами себе снимаем Закрываешь? на память. Может потом на видео, на YouTube выложим. Я закрывать. Другой железкой закрывают и мешают. Ну еще полдень, нелюдно. Я думаю, вечером, наверное, конечно, здесь много, наверное, людей. Попьем тогда напитки и поедем уже в дорогу.